Привет, ребята! Всех с наступившими праздниками! Уже прошел Новый год, и Старый Новый год, и Рождество, поэтому всем желаю в этом году всего самого наилучшего. И чтобы все ваши задуманные желания и поиск работы привел вас к какому-то крутому результату. Но у меня сегодня необычное видео. Вы, наверное, заметили, что из общего доступа пропало видео, третий урок по базовому курсу «Тестировщик с нуля», связанного с тестированием, QC, QA и верификацией валидацией. Так вот, с причины, почему оно пропало, я вам расскажу как-нибудь потом, но в целом сегодня я предложу вам актуализированную версию этого урока. Я подготовил некоторые обновления и привел его к виду, который, наверное, понравится любителям STQB, потому что в сертификации требует как раз-таки то, что я расскажу вам сегодня, и также немножко буду рассказывать из Куликовой информацию, потому что я считаю, что это один из самых лучших учебников, одно из самых лучших пособий, которые сейчас есть по теории тестирования на русском языке, который распространяется абсолютно бесплатно, и я думаю, что вам тоже будет полезно узнать что-то новое для себя. Также эта лекция в немножко измененном виде попадет и в обновленные версии курсов, которые будут и на Udemy, и на платформе Core, и в рамках пакета Junior моего группового, потому что я сейчас занимаюсь апдейтом всех моих роликов, всех моих видео, и ребята, которые там захотят приобрести этот курс, они получат самые актуальные уроки и лекции, которые могут быть. На YouTube я не планирую массово обновлять все видео, но, возможно, какие-то выборочные я тоже заменю, чтобы у вас была актуальна какая-то информация по теории тестирования, по практике и так далее. Все, сказал, что хотел, немножко поделился обновлениями, и давайте теперь поговорим про то, что же такое тестирование, Quality Control и Quality Assurance. Если мы с вами обратимся к глоссарию STQB, это по сути такой словарь, где содержится большое количество терминов, то согласно STQB, переведенному на русский язык, потому что есть и английская версия, которая людям больше нравится, но все же у нас есть и другой формат, который вам может быть полезен и облегчить вам ваше обучение. Напоминаю, что STQB можно сдавать и на русском языке, в том числе в сертификатах, это нигде не указывается. Я сам сдавал на русском языке эту сертификацию, потому что было ограничено времени, так что не переживайте, можно это делать и на русском языке тоже. Так вот, тестирование — это процесс, который содержит все активности жизненного цикла, как динамические, так и статические, касающиеся планирования, подготовки и оценки компонента или системы и связанных с этим результатов работ с целью определить, что они соответствуют описанным требованиям, показать, что они пригодны для заявленных целей и для определения дефектов. Видите, очень большое такое определение. Само собой, его можно упростить, я покажу вам дальше, как это можно сделать. И здесь, на самом деле, много чего показано в рамках того, что действительно делает тестирование, и то, что вы проходите по курсу, даже вот когда мы с вами обучаемся, мы многие моменты закрываем. Есть так называемый STLC процесс, я покажу его вам на следующем слайде, кажется. Там как раз-таки все вот эти вот процессы всего жизненного цикла, они есть. Я расскажу, какие. Динамические — это значит запуском кода. То есть мы обязательно что-то должны запустить и отследить динамику. А статические — это без запуска кода, и чаще всего это относится к какой-то документации, которую можем почитать, к техническому заданию, к требованиям, к чему еще это может относиться, к коду, который не запускается, можем вычитать код. Вот это статические методы тестирования, о них мы говорим с вами чуть дальше по курсу. Просто, как я уже сказал, это обновленное видео, а остальные уроки, они уже есть в рамках курса, и вы сможете их посмотреть. Планирование, подготовки, оценка компоненты системы. Окей, это понятно, мы сейчас тоже с вами поговорим немножко об этом. Далее, результаты работы. Окей, с целью определить, что они соответствуют описанным требованиям. То есть требования у нас есть всегда. У меня есть отдельный урок по требованиям 26-й, наверное, в рамках курса. Я там подробно рассказываю о них. То есть это, по сути, то, на основании чего мы вообще разрабатываем. То есть там учитывается абсолютно все, что необходимо нам для разработки. Там, не знаю, размер кнопок, какая функция должна быть реализована в рамках данного тикета, в рамках данной задачи. Вот это все есть в требованиях. И показать, что они пригодны для заявленных целей и для определения дефектов. То есть заявленные цели — это обычно, скажем так, мы смотрим в сторону пользователей, то есть то, что пользователи хотят, и то, что бизнес, возможно, хочет, потому что есть разные требования бизнеса и пользовательские требования. Вот как раз-таки тестирование позволяет нам проверить, что мы действительно утверждаем, что данное ПО, которое мы разработали, оно пригодно заявленным целям. Ну и, понятное дело, мы можем определить какие-то дефекты по ходу тестирования. Но запоминайте, что определение дефектов — это не сама цель тестирования, это скорее следствие. В первую очередь мы должны убедиться, что наш продукт разработан качественно. И вот как раз-таки контроль качества и тестирование позволяет это сделать.
Напоминаю, что вы можете посмотреть это в STQB глоссарии, просто забейте себе в Google, он сейчас сделан таким образом, что вы просто открываете онлайн-ресурс, и там можно вбивать любой термин, как на русском, так и на английском языке, и почитать, что он из себя обозначает. Что касается вот жизненного цикла тестирования, как видите, это из Куликова схема, то есть у нас есть некоторое количество обязательных этапов, как SDLC, вот в первом уроке, который вы смотрели, я рассказывал про жизненный цикл разработки программного обеспечения. Так вот, есть такой же цикл конкретно для тестирования, для отдельной вот этой фазы. То есть мы сначала анализируем требования и общее планирование, то есть то, что касается конкретно того, как мы будем тестировать согласно тем же самым требованиям, которые у нас есть. То есть какое тестовое окружение мы будем использовать, какие виды тестирования будем применять и так далее. Вот это все можно сюда, в принципе, уже включать. Уточнение критериев приемки, это касается конкретно того, когда мы уже разработаем наш продукт условно, какие у нас будут критерии для того, чтобы мы сказали, что да, ок, он работает. То есть это вот наше приемочное тестирование, опять же, дальше по курсу вы узнаете, что это такое больше. То есть это, по сути, либо пользователи, либо какая-то группа отдельных людей подтверждает, что все у нас работает хорошо. Стратегия тестирования чаще всего включает в себя виды тестирования. Тоже дальше по курсу будет отдельный урок, связанный с этим. Он не включен в базовый курс, но вы можете найти видео на канале, посвященные стратегии тестирования и тест-плану. Как раз-таки там чаще всего описывается, как мы будем тестировать, то есть те виды тестирования, которые мы будем применять. То есть на планировании мы их можем тоже определить, в стратегии они могут уточняться уже согласно тому, что мы там дальше уже начали работать и переходить на более поздние этапы разработки и в целом тестирования. Дальше, когда мы уже определились с планами, со стратегией, мы приступаем к разработке тест-кейсов, то есть, по сути, наши проверки. Опять же, будет тестовая документация, и там вы узнаете, что такое тест-кейсы. Это, по сути, план наших действий, как мы будем тестировать ту или иную задачу. Там есть шаги, то есть, условно, нажми на такую-то кнопку, перейди на такую страницу, проверь, что это работает хорошо. И есть результаты, ожидаемые чаще всего, фактически редко встречаются в тест-кейсах, но иногда бывают. Так вот, в ожидаемых результатах мы пишем, что мы хотим получить конкретно в рамках запуска этого тест-кейса. Вот мы разрабатываем такие кейсы, либо какие-то другие виды тестовой документации по типу чек-листов. Они более упрощенные, и там просто набор проверок, которые мы хотим осуществить. Не бойтесь, мы об этом дальше по курсу все поговорим более доступно. Я сейчас просто, знаете, так вспоминаю все, что я записывал. Уроков у нас достаточно много на канале, уже более 100 видео, и в рамках базового курса всего 27 уроков, которые вы можете посмотреть, и в целом база тестирования у вас будет. А дальше уже все зависит от вас. Захотите вы развиваться в этом направлении или нет, захотите вы покупать платные курсы какие-то, либо нет, но базу, которая вам необходима, в принципе, в рамках курса вы можете освоить, а дальше уже смотреть по рынку, что он там нам предлагает, потому что сейчас, конечно, трудоустроиться не так просто. Ладно, возвращаемся к нашим баранам. То есть мы разработали тест-кейсы, само собой мы хотим их запустить. И здесь уже включается выполнение тест-кейсов, выполнение наших всех проверок. Вот это отдельный этап такой. В рамках самого запуска тест-кейсов, в рамках самого тестирования, само собой, мы будем находить дефекты. То есть это отклонение от нашего ожидаемого результата. Помните, я там немножко вам рассказал, что в тест-кейсах это то, что мы хотим получить. И то, что у нас на практике получается. Это наш фактический результат. И вот он может быть другим, который не соответствует заявленным требованиям. Тогда это есть дефект, то есть либо баг, может, вы слышали тоже такое название, и мы можем их тоже отдельно заводить в рамках такой документации, как отчет о дефектах, мы их заводим в нашу систему какую-то, где это все хранится. После того, когда мы провели тестирование, обычно это ближе к концу какой-нибудь итерации. Итерация — это, по сути, какой-то период времени, когда мы что-то разрабатываем, и они постоянно повторяются, эти итерации, в рамках разработки и работы на нашем проекте. Так вот, в рамках итерации обычно в конце мы проводим какой-то анализ результатов тестирования, то есть прошло ли все хорошо, достигли мы всех критериев, которые у нас там были, например, критерии приемки, есть еще критерии входа и выхода из тестирования. Обо всем этом немножко дальше по курсу вы тоже узнаете. И дальше мы можем создать какой-то отчет. Отчет по результатам тестирования чаще всего это так называется, то есть мы говорим о том, что вот наш продукт, он условно соответствует каким-то критериям. И мы можем сказать, что он там A, либо на 5 этот продукт, там есть отдельная такая категория, написать, какие есть риски, сколько багов мы нашли, сколько, условно, там кейсов написали, проанализировать нашу работу, собрать метрики, и такой отчет предоставить, например, заказчику, либо команде, чтобы он понимал вообще, что у нас хорошо. И так в целом вот этот весь процесс, он зацикливается и повторяется. Некоторые процессы, конечно же, могут не повторяться в рамках итерации, например, там общее планирование, анализ требований, иногда условно, мы один раз запланировали что-то и используем эту документацию дальше по проекту. Требования лучше анализировать всегда, то есть у нас не всегда приходят новенькие какие-то, и мы их тоже должны обсудить, что все проходит хорошо. Какие-то там definition of done, definition of ready, это вот в критериях приемки тоже можно учитывать, то есть критерии готовности, критерии завершенности. Опять же, все дальше будет по курсу, не пугайтесь. То есть у нас есть какие-то критерии, на основании которых мы можем что-то там сказать, что все хорошо, они тоже могут меняться от итерации к итерации, например.
и так далее. То есть кейсы мы пишем всегда, дефекты мы находим тоже всегда, отчеты тоже стараются делать раз в итерацию, если на проекте у вас это принято. Но не всегда отчеты есть. И в целом можно сказать, что они всегда целесообразны, то есть нужно подходить осознанно к выбору той или иной тестовой документации на проекте, нужно ее внедрять или нет, там, на начальных этапах, завершающих этапах, от сложности проекта много чего зависит. То есть это достаточно сложный процесс, и, конечно же, новичку, которыми вы сейчас все являетесь, может быть сложновато это все понять, но в рамках вашей работы, в рамках последующего обучения, развития, роста, в рамках, возможно, следующих уроков, которые будут у нас в рамках курса, я думаю, что у вас появится более осознанное такое понимание, как это все работает. Теперь упрощенный, как я и обещал, термин, определение, вот как раз-таки из Куликова. То есть все, что помните, там был большой такой вот у нас товарищ, который мы тут собрали, Франкенштейн, вот он умещается и в более простое определение, то есть это процесс анализа программного средства и сопутствующей документации с целью выявления дефектов и повышения качества продукта. Очень все понятно, в принципе, то же самое, по сути, тут и есть, так что можно использовать такой вот термин. То есть вы запоминаете несколько определений, которые вы где-то слышали, потому что на собеседованиях иногда просят несколько, скажем так, вариаций на тему рассказать, так что не бойтесь, запоминайте и всегда ссылайтесь на какой-то ресурс. Куликова многие знают, поэтому если вы будете ссылаться на его пособие, то скажут ок. ISTQB тоже многие знают, и если вы будете ссылаться именно на международный стандарт, потому что это международный стандарт, читайте, международная сертификация, то тоже вероятность того, что скажут, что все не так и вообще ты говоришь какую-то ерунду, она будет, эта вероятность снижаться. Так что запоминайте, пожалуйста, источники, это важно. Можно не запоминать все прям наизусть, можно своими словами это рассказывать, но в целом, если возникают какие-то конфликты интересов у вас и у интервьюера, то тогда лучше ссылаться на какой-то ресурс. Лишний раз доказать, что все работает хорошо. Но есть интервьюеры, которые достаточно специфические, которые считают, что они во всем правы, и таких, конечно же, будет сложно переубедить. Проблема людей, у которых есть опыт, они привыкли к работе по одной методичке, по одному процессу, который есть внутри компании, и они не могут посмотреть направо и налево. Они видят только вперед, вот в рамках того проекта, на котором они работают. И с этим тоже нужно бороться. И хороший интервьюер, он должен вас выслушать и принять даже другую точку зрения, если вы сможете ее доказать. Еще вот такой хороший тоже пример. Это где-то в интернете я нашел. Тестирование программного обеспечения – это способ оценить качество программного обеспечения и снизить риск отказа программного обеспечения. Тоже, в принципе, похоже, да? Вот то, что мы смотрели раньше. Мы всегда оценим какое-то качество и снижаем риск того, что наше программное обеспечение вообще не будет работать. Еще хороший такой момент – и в целом определение – это проверка соответствия результатов работы программного продукта на соответствие заданным критериям. Либо можно сказать, что проверка соответствия фактического результата ожидаемому результату. Это будет то же самое, поэтому можете запомнить такой вот тоже термин. Запомните несколько, используйте в работе. Что касается целей тестирования, они взяты тоже из силабуса, можете запомнить несколько. Достаточно редко спрашивают это на собеседованиях, какие есть там цели у тестирования, но все же, если вы будете знать хотя бы несколько из этого списка, то будет лучше, чем вы не будете знать ничего. То есть мы оцениваем наши рабочие продукты. У нас есть требования, пользовательские истории, проектирование и код. То есть требования, по сути, я уже вам рассказал, что это такое. Это вот в начале, например, проекта, либо на разных итерациях формируют конкретно, что мы хотим видеть в рамках реализованной нашей функциональности, либо продукта. Пользовательские истории – это один из видов требования, то есть это, по сути, они состоят из того, что я, как такой-то пользователь, хочу получить от системы такую-то функцию, чтобы там, чувствовать себя счастливым. Вот это пользовательская история, и многие компании сейчас как раз-таки работают именно с ними, либо они еще называются на английском user story. Проектирование и код, то есть это уже больше относится к каким-то архитектурным задачам и к задачам разработки. То есть мы тоже можем их, конечно же, оценивать. Код, например, в методах белого ящика, когда у нас есть этот код, мы его видим, мы можем с ним работать. Проектирование, возможно, если у вас какие-то архитектурные есть возможности, и тоже это все можно оценивать. Все ли указанные требования выполнены? То есть здесь мы с вами смотрим, действительно ли фактический результат совпадает с ожидаемым в рамках нашего тестирования. Здесь мы можем тоже проверить, что завершен ли объект тестирования работы, как ожидает пользователь и заинтересованные лица. Понятно, все вытекает из предыдущих тоже моментов. Создание уверенности в уровне качества объекта тестирования, то есть мы как тестировщики заявляем, что все работает хорошо, либо все работает плохо, либо все работает нормально. И понятное дело, что наш заказчик, либо конечный пользователь будет понимать, что этот продукт протестирован, и мы какую-то уверенность ему даем. Предотвращение обнаружения отказов и дефектов. Понятно, это все выливается из того, что мы всегда работаем над тем, чтобы все-таки превентивно, то есть предупреждающе поработать с нашим продуктом, с нашими процессами, чтобы этих дефектов не было. И, понятное дело, есть корректирующие действия, когда мы условно уже разработали наш продукт, и все-таки что-то пошло не так, и дефекты у нас появились. И мы должны их обнаружить
локализовать, а дальше задача разработчика его пофиксить. Предоставление заинтересованным лицам достаточной информации, позволяющей им принять обоснованные решения. Понятное дело, вот отчеты наши мы создаем в рамках тестирования, отправляем нашей команде, заказчику, менеджеру, и он тоже понимает, согласно этого отчета, что все работает хорошо. Снижение уровня риска ненадлежащего качества программного обеспечения. То есть здесь, опять же, мы как тестировщик, команда отдельное тестирование, можем снизить этот уровень риска, потому что мы проверяем этот рабочий продукт и говорим о том, что он работает хорошо или работает нехорошо, и мы можем вовремя увидеть какие-то дефекты и рассказать о них, те же самые отчеты о дефектах оформить. Соблюдение договорных, правовых, нормативных требований или стандартов, или проверка соответствия объекта тестирований. Ну, то есть здесь уже помимо того, что есть требования, которые компания предъявляет, либо там заказчик конкретно к тому ПО, которое мы разрабатываем, понятное дело, что есть еще какие-то договора, правовые нормы, там стандарты те же самые международные, в которых тоже прописано, как это должно работать. Так что на это мы тоже должны обращать внимание в рамках тестирования и проверять, что наш объект там, тестирования соответствует им. Это все цели тестирования, взятые из Sailabus. В 2018 версии самая последняя. Можете читать, как я и сказал, есть на русском, на английском. Как вам удобнее, так и читайте. У тех, у кого не очень хороший английский, может быть не сильно понятно, что написано в стандарте, поэтому, точнее, в программе подготовки к сертификации, поэтому можете на русском читать. Еще есть такой термин, как отладка. И иногда путают тестирование и отладку. Смотрите, что это такое. Дебагинг вы, возможно, еще слышали. Это то же самое. Это деятельность разработки, то есть, видите сразу, это разработка у нас здесь, не только тестирование, для нахождения анализа и исправления таких дефектов. Последующее подтверждающее тестирование проверяет, устранены ли исправленные дефекты. То есть, видите, здесь мы не только находим дефекты. В рамках тестирования, например, мы можем это делать, и можно сказать, что тестирование является частью отладки. Но мы еще их анализируем. В принципе, тестирование тоже позволяет это делать. И исправляем. Ну, конечно же, исправить дефекты мы такие не сможем, поэтому и здесь и говорят про разработку. То есть это могут быть какие-то автоматические методы поиска этих дефектов и их устранения, либо же это может быть то же самое мануальное тестирование, либо сам разработчик, который там делает код-ревью, либо еще что-то. То есть он тоже может находить баги, и таким образом вот этот весь процесс и нахождения, и анализа, и исправления, все вместе, в совокупности представляет собой отладку. Поэтому не путайте тестирование и отладку, это немножко разные вещи. Можно сказать, что тестирование является частью отладки, но нельзя сказать, что тестирование это 100% отладка, потому что в рамках тестирования мы не можем исправить сами дефекты. И понятное дело, что мы в этом подтверждающее тестирование, либо ретест он еще называется, возможно, вы тоже, точнее невозможно, а точно услышите дальше по курсу, когда мы посмотрим, что вот дефект мы какой-то завели, и мы его проверяем, что он действительно был пофикшен, был какой-то фикс сделан, исправление. Вот это ретест есть. То есть и ретест подтверждает, что все работает у нас хорошо. Дальше. Смотрите, у нас есть вот эта вот иерархия тестирования, контроль качества и обеспечение качества. На самом деле они все между собой связаны, и какие-то там условно в тестирование, например, входит контроль качества в том числе. Но вот нельзя сказать, что тестирование и контроль качества, они относятся к обеспечению качества. Это немножко разные вещи, дальше на схеме я вам покажу. Раньше у себя на курсе я говорил, что условно там сначала идет обеспечение качества, оно поглощает контроль качества, а контроль качества поглощает тестирование. В итоге обеспечение качества включает вообще все активности, которые могут быть связаны с тестированием. На самом деле это не совсем так, и вот стандарт STQB говорит нам об этом. Это больше про управление уже говорит качеством, мы тоже об этом сейчас поговорим. Смотрите, что нам, опять-таки, говорит глоссарий, что контроль качества – это набор действий, предназначенных для оценивания качества компонента или системы. Смотрите сразу, мы работаем конкретно с продуктом, то есть мы контролируем качество этого конкретного продукта, мы не работаем с процессами. Под процессы у нас есть другой проект, не проект, а процесс, запоминайте, вот это тоже обязательно. И тестирование тоже работает конкретно с продуктом, оно не работает с процессами. Еще хотел отметить такой факт, что в наших геолокациях условно контроль качества, тестирование, обеспечение качества иногда не разделяют между собой, поэтому везде, где вы видите вакансии, пишут QA-инженер. Но по сути они хотят нанять тестировщика. Но есть тестировщики, есть QC-специалисты и есть QA-специалисты. QA мы чуть дальше. И все они занимаются разными вещами. Да, скорее всего, вы там начинаете с тестировщика, работаете с процессом тестирования, потом дорастаете до мидла, вы включаетесь в контроль качества, а дальше уже на каких-то позициях лидских вы можете включаться в обеспечение качества и контролировать процессы, условно участвовать в их улучшении. Такое тоже бывает, иногда делают такую вот сравнительную характеристику, что джун там условно тестировщик, middle это QC-специалист, а кто у нас остается там senior lead, это условно уже QA-инженер. Но так делать не совсем верно.
Просто нужно понимать, что у нас есть вот это разделение, и иногда даже тестировщики могут работать там 5 лет тестировщиком и не дорасти до контроля качества. Либо же там middle, senior специалисты заниматься только контролем качества конкретного продукта, но не дорасти до QA-специалиста и заниматься процессами внутри компании. Это все нормально, это так бывает, но вот в нашей геолокации почему-то не разделяют людей, и потом, к сожалению, когда вы приходите на работу, они навешивают на вас абсолютно все активности, не разбираясь, кто вообще такой, хотя на самом деле каждый отдельный человек должен отвечать за свою функцию. Возвращаясь к контролю качества, то есть, видите, здесь у нас уже оценивание качества компонента или системы. То есть тестирование, если так вот на пальцах вам объяснить, у нас есть уже какая-то написанная документация, у нас есть тест-кейсы, мы просто их прогоняем, мы получаем какие-то отчеты о дефектах, и вот этот процесс повторяется. Мы работаем уже с готовым продуктом, пишем какую-то обычную тестовую документацию и выполняем рутинные операции. Контроль качества, он немножко повыше, то есть вы здесь уже присоединяетесь не только к вот этой рутинной работе, чтобы вам дали какой-то продукт, и вы его проверили, но вы еще и участвуете в том, чтобы анализировать в целом качество, которое у этого продукта сформировалось в рамках там сбора каких-то метрик, в рамках формирования отчетов о дефектах, вы подключаетесь к работам там по написанию какой-то тестовой стратегии, потому что новички тоже чаще всего этого не делают, тестировщики тоже в том числе, они могут каким-то образом влиять на то, что у нас получается на этапах стратегии и планирования, потому что они будут в целом потом это тестировать, но вот контроль качества, он больше такие высокоуровневые уже задачи решает, и, конечно же, в том числе и подключается к тестированию, то есть тестирует готовый продукт согласно там тестовой документации, тест-кейсам, чек-листам и получает в итоге отчет о дефекте. Он тоже этим занимается, поэтому контроль качества включает в себя и тестирование. А вот обеспечение качества, смотрите, какая здесь разница. То есть это активности, направленные на обеспечение уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены. Здесь не написано, что мы говорим про какой-то продукт, мы говорим о том, что у нас есть какие-то требования к качеству. Иногда в других определениях, если вы где-то почитаете, тут написано, что это активности направлены там, на обеспечение улучшения процессов, обеспечения качества внутри компании. То есть мы уже работаем над процессами. То есть мы не просто там что-то тестируем уже готовый продукт, а мы анализируем, что у нас происходит, как работает отдел тестирования, как работает отдел разработки, как собираются требования. Мы предлагаем какие-то активности превентивные, предупреждающие на то, чтобы улучшить эти процессы, и чтобы в будущем у нас не возникали дефекты. То есть, возможно, мы там, что мы делаем? Придумаем какую-то новую тестовую документацию, которая будет эффективна для этого продукта, для этого проекта, для этой команды. Мы смотрим там на разработку и понимаем, что, у нас тут задерживается выкатка нового продукта из-за того, что разработчики там много времени тратят на код-ревью. Код-ревью — это активность, которая направлена на то, чтобы вычитать чужой код и сказать, что да, ок, он работает, и можно его дальше пускать где-то по процессу. Вот, и эта активность задерживает там тестирование. Значит, мы должны каким-то образом изменить эту ситуацию, ускорить код-ревью, и чтобы все были счастливы. И тестировщики, и разработчики вовремя все протестировали. То есть, видите, это такие активности, которые уже направлены на то, чтобы у нас действительно все работало как часы внутри компании и внутри команды. Вот QA-инженеры занимаются конкретно этой задачей больше. А поэтому не путайте все вот эти три активности. Тестирование, QC и что у нас Quality Assurance. Это немножко разные вещи. Да, там QC и тестирование, они связаны между собой, а вот Quality Assurance — это вообще что-то другое. Обеспечение качества Quality Assurance направлено на процесс, QC направлено на продукт, как и тестирование. Это все тоже из TQB-глоссарий. И в целом советую вам обращаться к Sailabus, потому что там более расписано конкретно, что там условно по этим процессам можно рассказать. Вот еще и из Sailabus, кстати. Смотрите, тут у нас различия в QC и QA, то есть контроль качества. Включает различную деятельность, в том числе работы по тестированию, которые поддерживают достижение соответствующего уровня качества. А вот обеспечение качества сосредоточено на соблюдении соответствующих процессов для обеспечения уверенности, что будут достигнуты соответствующие уровни качества. То есть, видите, у нас здесь немножко разные вещи. Мы здесь отвечаем условно в поддержании нашего уровня качества, и работа по тестированию сюда включается. Обеспечение качества говорит о том, что мы должны достигнуть соответствующие уровни качества, мы не просто их поддерживаем и работаем над процессами, которые у нас есть внутри компании. Тоже вот такая разница, ее стоит запомнить. И, как я сказал, у нас есть еще такая четвертая категория, которая эти все вещи объединяет. Это управление качеством, quality management. Это скоординированные действия по руководству и контролю организации в отношении качества, которые включают в себя установление политики качества и целей качества, планирование качества, контроль качества, обеспечение качества и повышение качества. Видите, тут прописано, что управление качеством, в принципе, нормально, так оно и должно звучать, оно включает в себя и контроль качества, и обеспечение качества. То есть эти все процессы у нас включены, в том числе и тестирование, потому что тестирование — это часть контроля качества. Вот.
То есть это уже такая всеобъемлющая, скажем так, требование, не требование, процесс, совокупность, действия, как здесь написано, которые направлены на то, чтобы мы уже установим какую-то политику качества, согласно которой компания работает, цели качества, которые говорят о том, что вот мы должны достигнуть таких-то целей в области качества, что наш продукт там должен быть супер-мега классный, что у нас не должно быть каких-то критических дефектов, то, что у нас там должно быть автоматизировано, не знаю, 100% регрессионных тестов и смог-тестов, о них мы говорим чуть дальше тоже по курсу. Вот это все включается в качество, и это уже такая уже надстройка. Поэтому есть еще quality менеджеры. Вы тоже можете встретить в этих компаниях. Они, в принципе, больше заточены на quality assurance, скорее всего, но в том числе и свою руку засовывают в работу контроля качества и тестирования. И вот схемка такая, чтобы тоже было более-менее понятно. Есть у нас Quality Management, который это все дело объединяет, Quality Assurance отдельно, Quality Control и включает в себя Quality Control Testing. Вот это будет более верная схема по сравнению с тем, что говорят, и я когда-то говорил, что Quality Assurance там включает QC, включает тестирование. Такая получается тоже своего рода матрешка, но на самом деле это не совсем матрешка, это вот такая вот дихотомия выходит из нашего Quality Management. В общем, много чего вам рассказал в рамках этих терминов и определений. И еще я хотел сегодня вам рассказать про валидацию и верификацию, потому что это тоже входило в третий урок, который сейчас недоступен. Так вот, это тоже отдельные процессы. И эти процессы вы можете и в стандартах международных увидеть, там ISO 9001, например, каком-нибудь там 100% прописано про вот это все, про верификацию и валидацию. Смотрите, чем отличаются они между собой. Внимательно вчитывайтесь в определение. Согласно глоссарию, верификация – это доказанное объективными результатами исследования подтверждение того, что определенные требования были выполнены. То есть мы подтверждаем, что какие-то требования, которые мы там написали, что наш продукт должен так-то работать, они выполнены. Вот это вот главное, что есть верификация. Дальше мы на примерах это разберем, будет понятнее. А валидация – это доказанное объективными результатами исследования подтверждение того, что требования для ожидаемого конкретного использования приложения были выполнены. Видите разницу? Там были просто требования, они выполнены, как бы все ок. А здесь мы еще проверяем со стороны пользователя какое-то конкретное использование приложения. То есть нам мало того, что мы требования все выполнены, которые были прописаны на бумаге условно, нам еще нужно доказать, что эти требования, они соответствуют ожиданиям пользователя, что он получит эту систему и сможет выполнять свои какие-то функции, и что его все будет устраивать. То есть дальше мы с вами это сейчас обсудим. Запоминайте, валидация сконцентрирована на требования, валидация сконцентрирована на ожидания пользователя. Еще вот можете тоже обратить внимание, часто об этом говорят, то есть верификация больше, так как это требования, которые сформировал какой-то заказчик, и мы помогли ему это сделать как команда, там аналитики написали эти требования, они у нас соответствуют нуждам заказчика, то, что вот хочет видеть заказчик. И мы говорим о том, что когда вот мы тестируем, например, и проводим этот процесс верификации, говорит о том, что делаем ли мы продукт правильно. То есть, условно, мы говорим о том, что мы соответствуем всем стандартам, всем требованиям, которые к нам там предъявляет, условно, наш заказчик, и которые мы там тоже вместе с командой определили для конкретного продукта. А валидация уже говорит о том, что, нет, нужды заказчика окей, они есть, мы про них знаем, но у нас же есть пользователь, мы хотим ему продавать что-то, и эти нужды должны тоже каким-то образом встречаться с нуждами заказчика. Так вот, нужды пользователя у нас, они как раз-таки покрываются валидацией. И здесь мы уже отвечаем на продукт, делаем ли мы правильный продукт. То есть мы говорим о том, что действительно этот продукт соответствует ожиданиям конкретного пользователя, он будет с удовольствием работать с ним, и не будет никаких проблем. Даже несмотря на то, что мы там все разработали вроде как верно, иногда случается так, что пользователю что-то не подходит. И дальше на примерах тоже вам расскажу. То есть, видите, верификация. У нас есть какой-то велосипед, условно. И есть там требования, какое-то не тестовое, а техническое задание, где прописано нужный цвет, размер, детали, материалы. Все это расписано в рамках требований к этому велосипеду. Мы его разработали, да, он есть, он работает, он едет, он там сделан, не знаю, из кожаного материала его сидушка сделана, там спицы классные стоят, там что еще, рама из нержавеющей стали и так далее. Мы все подогнали согласно тому, что было в требованиях. Но смотрите, какая незадача. Оказывается, этот велосипед разрабатывался для детей. Причем маленьких, там, до 3 лет, которые не могут еще двухколесный велосипед нормально держать, и им нужно трехколесный велосипед, то есть не двухколесный, а трехколесный велосипед. И здесь уже мы говорим о том, что мы не учли вот этот момент, и мы не соответствуем нуждам нашего конкретного пользователя, тому конкретной вот этой девочке, которой 3 года. То есть, окей, мы разработали согласно требований, которые у нас есть, все работает хорошо, но оказалось, что целевая аудитория у нас не только там люди, которые старше, там дети, например, подросткового возраста, но оказывается еще этот велосипед будет покупать там маленькая девочка, точнее родители ее. И вот мы это не учли. Вот это вот валидация. Верификация соответствием требованиям, валидация соответствием нуждам пользователя. Что касается когда какого-то приложения, то есть давайте уже к примеру перейдем более
понятному и тестировщику в том числе. Вот у нас есть какая-то формочка, форма для регистрации на Yahoo. То есть я вот такой взял, скопировал ее, и вот у нас есть всякие разные поля. Мы здесь можем сравнить то, что у нас есть на нашей верстке конечной, то, что мы видим на фронте, то, что мы видим в браузере, с тем, что у нас было на дизайне. Есть всякие макеты, которые рисуют дизайнеры, и они тоже расписывают, как должны выглядеть те же самые места. Также мы можем посмотреть в требованиях, где написано, что да, у нас должны быть там поля для имени, для e-mail, для пароля, для вашего года рождения, должны быть такие-то кнопки. Мы тоже можем это прочитать, посмотреть эту форму. Да, все классно, все соответствует требованиям. Видите, тестирование компонента системы на предмет соответствия требованиям. Окей. Готовый вариант соответствует макету, окей. Мы проверяем, что поля ввода у нас есть. Тоже все хорошо. Как бы все работает. Мы можем сюда ввести какие-то позитивные значения, то есть те, которые идут правильные, валидные, корректные. Вот эти значения мы можем сюда ввести, нажать Continue, все будет работать. А дальше у нас случается такое, что у нас появляются какие-то поля, которые обязательные, поля, которые принимают только цифры, буквы, поля, которые, там, не знаю, что еще может быть, там капча какая-то появляются условно ограничения на загрузку картинки до определенного размера, не в этой форме, но в целом, чтобы вы понимали. То есть мы уже валидацию проводим после введения каких-то различных символов в поля ввода. Позитивный кейс у нас прошел, мы все ввели, все работает хорошо, но вот появляются такие какие-то специфические кейсы, наш пользователь захотел ввести, не знаю, какой-то скрипт, какой-то вредоносный код в нашу систему, и вот тоже система должна сработать таким вот образом. Всякие кейсы могут быть. Проверка того, что данная функциональность действительно нужна пользователю, это второй момент. То есть помимо того, что мы проверили какие-то нетипичные кейсы, вот пользователь условно там не сказал, а сделал что-то не так, как мы задумали, и это тоже валидация, потому что, в принципе, нужды пользователя, они тут сейчас как налицо есть. Но также мы проверяем, что действительно это необходимо. К примеру, мы тоже разрабатываем какую-то новую функциональность для чего? Для какой-нибудь системы аренды недвижимости. Мы разработали супер-мега-функциональность, которая дает нам скидку после того, когда мы там в 15 разных квартир заедем, арендуем и так далее. И дает скидку там 5%. И мы понимаем, что, а зачем эта функция пользователю? То есть представьте, 15 нужно снять каких-то квартир в разных городах, может там еще такое дополнительное условие. Пока человек дойдет до этой скидки 5%, он в принципе забьет и не будет даже смотреть на то, что у него есть эта скидка. Вот как раз-таки валидация, если бы мы там условно правильно все провели, оценили и поняли, что пользователю в принципе такая функция не нужна, либо она нужна, но в другом виде, там сократить до 5 каких-нибудь аренд и может быть скидку сократить до 2%, если так уже жалко отдавать эти деньги, то да, вот тогда все было бы хорошо и пользователь этим пользовался. То есть мы можем проводить валидацию уже после того, когда мы запустили наш продукт, посмотреть, как эта функция работает и действительно ли она соответствует ожиданиям пользователя, либо же самостоятельно еще заранее продумать, как эта функция будет работать и действительно ли она нужна вообще. Вот, это валидация. То есть запоминаем, верификация, то, что прописано в требованиях, то, что нужно заказчику, и то, что мы говорим о том, что делаем ли мы продукт правильно. И валидация говорит о том, что окей, мы сделали продукт правильно, мы посмотрели в требования, но продукт сам неправильный вышел, потому что у нас условно... Что случилось? Условно у нас трехколесный велосипед не получился для 3-летней девочки, наши скидки не действуют для пользователей, вот валидация у нас не прошла. Вот это стоит запомнить про верификацию и валидацию. То есть мы с вами сегодня рассмотрели очень много понятий, которые встречаются в тестировании, и чтобы у вас немножко сформировалось представление о том, с чем вы будете работать, чаще всего начинающие специалисты работают как раз-таки в области тестирования тестировщиками, работают с готовой документацией, возможно, что-то пишут тоже, там всякие тест-кейсы, чек-листы, отчеты о дефекте, да, это все создают, а дальше они там растут условно в опыте, у них появляются более высоконагруженные какие-то задачи, и контроль качества подключается. Дальше вы уже как специалист, который понимает, как все работает, вы понимаете, как можно посоветовать в рамках процесса внутри компании, все ли работает хорошо, и можно ли что-то улучшить, и уже какие-то активности quality assurance появляются, и дальше вы можете дорасти вообще до менеджера и условно там менеджить все, что происходит, управлять, придумать политики качества, цели качества, внедрять их и так далее. И мы уже говорим про менеджмент какой-то и quality management, и управление качеством. А что касается верификации и валидации, то есть тоже у нас на проектах чаще всего мы работаем с верификацией, с валидацией тоже в том числе, потому что у нас есть тоже такие формочки, которые работают неверно. Это не совсем наша задача оценивать то, как конкретный пользователь хочет видеть наше ПО, это больше задача аналитиков, продукт-оунеров, то есть людей, которые занимаются этим, заказчиков, которые собирают требования в плане работы и формируют их. Вот это уже больше их задача, анализировать рынок и понимать, как он работает. Но мы тоже можем заглядывать, можем проводить какую-то аналитику и тоже понимать, что все не так, все не то. Надеюсь, что данный урок был вам полезен, он актуализированный, и
Остальные уроки, которые будут появляться в рамках этого курса, вы сможете найти уже на Udemy, на Core, либо в пакете Junior. Здесь они не будудут появляться, потому что информация, которая есть на YouTube, она, в принципе, актуальная, то есть там есть какие-то недочеты, но база везде всегда одинаковая, поэтому смысла большого прям полной перезаписи курса нет. Если будет там что-то критичное, и я посчитаю, что это нужно сделать конкретно для YouTube, то я это сделаю. Так что смотрите этот курс, тут всего 27 уроков, и дальше на канале есть другие видео, которые дополняют то, что вы узнаете в базе, и их тоже я советую посмотреть, потому что хороший тестировщик должен знать много из разных областей, в том числе не только тестирование, но и управлению проектами и созданию не тестовой документации, общей документации, какие-то стратегии, понимать планирование и в том числе в процессы включаться. То есть это все есть на канале. Я постарался за эти 2,5 года, или сколько мы уже тут занимаемся, 2,5 года, скоро будет 3, включить большое количество разных видео на разную тематику. Я думаю, что вам это все будет полезно. В общем, подписывайтесь на этот канал, не забывайте про другие мои сообщества, ссылки на которые вы можете найти в описании к этому видео, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока, ребята!